Киндер, идем. Смотри, дедушка, дедушка. Идем, дедушка, вот дедушка, смотри, что делает. К нам все чаще обращаются пациенты разных возрастов с проблемой мышечной дистрофии. И, конечно же, я интересуюсь всем, что с этим диагнозом связано. Я постоянно слежу за тем, о чем пишут родители, у которых детки болеют мышечной дистрофией, сами пациенты, которые болеют мышечной дистрофией. И вот мама одного из детей пишет: а что такое мышечная дистрофия, Дюшина? Спрашивают знакомые, которые видят моего сына впервые, и пытаются выяснить, от чего мальчику трудно взбираться по лестнице. У него странная походка. Я называю диагноз ступор. Это лечится? Интересуются они. Нет. Он может сесть в коляску в 8, а может и в 12. Или продержаться до 16-17. Но пока он ходит, и вы наблюдаете за его утиной походкой, вы думаете, а что делать дальше? Потому что дальше будет хуже. Его спина выгнется так, что будет напоминать яму. И икры сильно распухнут. Не исключено, что даже в 1 класс не пойдет, как все дети. Постепенно ребенку станет трудно даже в собственной постели перевернуться. Слабость мышц ног начнет подниматься вверх, пока ребенку не станет трудно держать кружку или карандаш. Но конец приходит именно из-за того, что дышать самостоятельно больше невозможно. Это написала мама одного из страдающих мальчиков дистрофией Дюшина, та, которая переживает состояние своего ребенка. На самом деле она не знает, чем помочь. Я так же, как мать, я просто не могу представить, что ребенок двигался, бегал и постепенно стал, скажем так, медленно умирать на твоих глазах. В какой-то момент он перестал ходить, потом сидеть, стал лежать и вдруг перестал дышать. Это очень больно. Это очень больно. Но наблюдая сейчас за теми пациентами, которых восстанавливает Николай Борисович, мы видим обратную динамику. То есть болезнь регрессирует, а не прогрессирует. То есть ребенок, получается, любой пациент возвращается на стадию, в обратную стадию. То есть это не ухудшение, а улучшение состояния. Да, вылечить невозможно эту болезнь, невозможно. Но как и с диабетом, то же самое. Просто ребенку, любому пациенту с мышечной дистрофией нужно будет постоянное восстановление воздействия на мышцы. Давиду 6 лет. У Давида мышечная дистрофия Дюшина. Что такое мышечная дистрофия Дюшина? Это генетическое заболевание, которое связано с тем, что внутри мышечной клетки не хватает строительного белка дистрофина. То есть стенки клетки состоят как раз из этого белка, то есть из белка дистрофина. Когда его мало, образуются прорехи, через которые содержимое клетки вытекает наружу. И поэтому, когда мы сдаем анализ крови, мы по анализу крови определяем, целая клетка или в ней есть так называемые дырки, через которые вытекают это содержимое. Содержимое клетки специфическое, в крови нет этого содержимого. Но как только он появляется, мы уже понимаем о том, что с клеткой происходят какие-то большие проблемы. Дальше мы сдаем генетический анализ, и генетический анализ уже показывает,
какая из форм мышечной дистрофии существует. Ну, зовут Давид. Вообще, где-то на 3-й сутки после рождения было кровоизлияние. И вот мы, считай, с рождения лечились. И массажи делали, до года где-то 10 курсов. И ФК, и где-то более-менее стало выравниваться. Вот 2 года он пошел. Там потом говорить там. То есть мы до 5 лет вот, как бы занимались реабилитацией после кровоизлияния. И он мы ходить, и в садик пошли. И где-то вот буквально с зимы, может с осени, вот, ну началось вот, падать начал часто. На ровном месте идем, раз падает. И стали уже переживать, к ортопеду обращались. Он говорит, ну, возможно, у него что-то не срабатывает в мозгу, вот эти механизмы стабилизации. Ну, там подушку нам назначил, это стали делать, ну, смотрим, вроде все равно падает. Потом вот буквально в апреле проходили комиссию в садике, в школу, и она увидела, как вот он не умеет вставать, там как ходит уже своя походка, и она говорит, у вас нету, ну, наследства? Мы так посмотрели, вроде нету никого. И направили к невропатологу, где-то вот 30 апреля попали, сразу сдали анализы крови, вот КФК, ЛДГ, повышенные, потом сдали анализы генетические. И вот 1 июня нам поставили диагноз, прислали в Германии, что Дюшена, делеция 50-52 экзоны. Какие последствия этого заболевания? Последствия сначала не специфические. То есть ребенок где-то чуть-чуть задерживается в физическом развитии. Потом у него начинает проявляться небольшая слабость. Потом начинает говорить, что жалуется, что у меня где-то нога болит, одна ли, вторая ли нога. Больше показывает на икры. Возникает еще большая слабость. И ребенок уже не может ходить большие расстояния. Несколько шагов приседает, отдыхает. Какое-то время он еще сам может вставать, только с помощью рук. То есть такая слабость в ногах, что подняться ногами с корточек ребенок не может. Мышечная слабость усиливается. Она становится все сильнее, уже захватывает не только ноги, но и руки. То есть ребенок уже даже руками ничего не может делать. Он не может даже ложку удержать. То есть все у него падает. Он падает. То есть ребенок лежит в лежачем положении. Иногда его можно посадить, но тогда нужно, чтобы у него была опора. После этой стадии возникает следующая стадия, когда уже диафрагма теряет свою силу. Как только диафрагма потеряла свою силу, дыхание прекращается. Наступает смерть. И обычно возникает она у детей с мышечной дистрофией, то есть у мальчиков, это болеют именно мальчики, вот, возникает к 12-14 годам. А полное обездвиживание может быть 8 лет, 9 лет, 10 лет. Да, вижу. Вижу. Ого. То есть на этом даже, то есть он опору не чувствует, он сразу присаживается. А посадите его, ну, просто вот, ну, вот он, чтобы я видел, как он сидит. Давай, садись. Так. Давай проползи как. Давай. Ползай немножко, давай. Не Иди могу. ползай. Ну ты ползаешь Вот у него немножко. рука вот как Совсем вот рука, это, видите? Вижу. из этого. Вот, опять же, это я должен увидеть, когда вы понимаете, вы-то его знаете, да? А я-то нет, я же первый раз вижу, мне же нужно все увидеть. Вообще изначально был диагноз кровоизлияния, как бы этим лечили до последнего момента. И где-то весной вот новый диагноз у нас появился – мышечная дистрофия Дюшена. То есть как начали в интернете искать, там в чат сразу вошли, сразу поняли, какой диагноз. А про Николая Борисовича я узнала вообще до этого еще, когда вот у нас как бы, последствия кровоизлияния. И тогда тоже на сайт зашла, посмотрела, вроде хорошая методика. Тем более Айнора сюда приезжали к вам. Тогда тоже думаю, поехать, не поехать. Думаю, поеду, деньги потрачу, а смогу ли обучиться. Понимаешь, мышцы это вообще такой
не профессионал, медицинских нету знаний, как это, смогу ли я. А вот когда уже узнали, что такой диагноз, что как бы не лечится, здесь уже выхода не было, я думаю, ну, все-таки есть возможность, есть финансовые, это, думаю, нет, надо поехать и попробовать попытаться. Мама Давида обратилась ко мне, чтобы я обучил ее восстанавливать силу в мышцах у Давида. Но на каком этапе? Тогда, когда уже осталось 2-3 года до остановки диафрагмы. Мы начали работать. Я начал объяснять маме, сам делать. Помогала бабушка Катерины. Лилия Александровна помогала. Руку сюда. Вот так. Вот так. Нет, ты чего? Прям. Вот молодец. Раз, два, три, четыре. Медленно. Раз, два, три, четыре, пять. Все время держи выше колена. Я вам помогу. А что? Да ладно, где это? Я же ничего не делаю. Где это? Нет, конечно, нет. Нет. Вообще сегодня у нас 7-я процедура, 7-я. То есть вот дальше у меня не получается вывести ногу. Как бы ни странно. Дайте выводите. Да. Вот, чтобы понятно было, это в начале процедуры. Все, у нас была 9-я процедура. Вот что у нас получается, чтобы понятно было. Я двумя пальчиками. То есть стопа уже где-то процентов на 75-80 она уже двигается. И, то есть у меня получается ее сдвинуть и достаточно легко. Это сейчас с бабушкой стараемся меняться. Ну, я говорю, в 30-й процедуре мама сама полностью. Да? Мягче станет, и вам легче будет работать. То есть задача наша, чтобы все мышцы были мягкие, чтобы работать было легко. За такой период времени, то есть получить такие знания. То есть, ну, изначально, как вы на сайте написано было, то, что, ну, процедуры это одно, но еще во время процедуры идет обучение. То есть, вот это большой опыт. То есть, приобрели. Очень рада, что сюда приехали. Ну, у вас был страх, да, что вы физически не справились. И физически, как бы, и не понимаешь же, что, где надо делать, и вот этот страх, то есть, как бы, знание, думаю, откуда знание появится, как бы, это все равно, думаешь, надо учиться медицински, чтобы знать анатомию человека, во-первых, где какие мышцы, это, то есть, ну, думали, что действительно не сможем, но сейчас потихоньку начинаем. То есть, вот вчера буквально одно упражнение новое, вот эти, да, мышцы. Вроде вы сказали, что надо руки сверху. Мы вот так его завязали, положили на бок, смотрим, что-то трогаем, что-то не можем найти эту мышцу. А потом я вспомнила, что вроде бы мы держали его вот так. Зафиксировали так, уже сразу ее мышцу почувствовали. Нет, я вот про это, или это не мышца? Это мышца. Вот. Это мышца, Да? это мышца, это То есть мышца. раньше они еще натянутые были, Да. а сейчас они немножко... Да, раньше они были натянуты, а из-за этого он так и держал, он же у нас вот так сидел. Он же не мог ее, а смотри, а чтобы ее вытянуть, она же должна растянуться. Видишь? Она сейчас растягивается, поэтому вот он сидит, не возмущается. Она потихонечку начала растягиваться. Вот попробуй вот здесь вот поднять. Вот здесь, смотри. Видишь, сейчас, видишь, у тебя тут хватает сил поднять. Смотри. Видишь? Да. Хватает сил поднять. А что не хватает поднять внизу? О, там, да, туда, ближе к Наверное, вот ягодице. эти мышцы. Вот, правильно. Вот именно вот та его проблема, которую вы сейчас и чувствуете. Вот это вот его проблема, она и мешает поднять. Даже когда вы стоите на ягодицах. Видите, стоите на ягодицах, ничего, он нормально лежит. Ему сейчас уже все хорошо, то есть замечательно. То есть с ягодицами они начали потихоньку, мышцы ягодицы, растягиваться. Это очень хорошо. Вообще опор не был, даже это подкашивались ноги. Да. А сейчас я говорю, ну он уже страхуется где-то, может быть, болит. То, что... Я говорю, нет, давай помоги, чтобы могла там, и снимаю это, то он стоит уже, чувствую, я опора появилась. Да, то есть появилась опора. Еще чуть-чуть, то есть если убираем отек с мышц ягодиц,
то получается, что он тогда сможет выпрямиться. Потому что ягодицы, они не дают выпрямляться до лопаток и до стопы. Вот это все мышцы ягодиц. Если они будут легко, он не будет голову забрасывать наверх. Все, тогда голова у него она будет свободна, и он встанет, он полностью встанет на опору сам. Смотри, видишь, как это раньше мы с такой силой вот это вот держали, помнишь, еле-еле удерживали вдвоем, когда мы вот это вот все делали. То есть сейчас совершенно другое дело. Нет, он сейчас стоит. То есть, когда мы вчера начали, он даже 5 минут не хотел стоять, там, ну, не сопротивлялся, орал. Сейчас он уже стоит. То есть, Сейчас не боится. подольше. Мама, нога уже не Не боится. Да. Когда на первую процедуру я пришел, Давид практически просто падал. И невозможно было, чтобы он стоял. То есть ноги сразу же подкашивались. Вот сразу же подкашивались. А если я пытался их удержать, то он вставал на носочки. То есть больше вариантов не было. Не то, что вставал на носочки, он держал на носочки ногу. В результате моих воздействий и воздействия родителей, потому что я их обучал, у Давида выпрямились ноги, он полностью стал вставать на стопу. Да, с поддержкой ног, но полностью на стопу. То есть у него практически голеностопные суставы стали свободно двигаться. До 10 считаем, и все, и наверх. Давай. 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Сейчас у нас практически полный шпагат. Вот под руками видно, что шпагат? Вот под руками мы сделали. Всегда страшно, когда не знаешь. То есть это напряжение у нас у всех. С меня пот течет, с Давида пот течет, с вас пот течет. То ты молодец. Вам так делали такие растяжки? Чтобы шпагат? Нет, шпагат. Ну, вот Я имею в виду, даже вот так просто здесь расширяли, он как резаный орал. Нет, правильно, а технически неправильно расширяли, поэтому орал. Да. Мы же технически правильно делаем. Сегодня 15-я процедура, уже половина пути. Делали сначала шпагат, потихоньку садились на шпагат. Ребенок себя вел нормально, реагировал, отвечал на вопросы Николая Борисовича. То есть, когда дома мы пытались ему немножко делать растяжки в стороны ноги выводить, он сразу кричал у нас как резанный. А здесь нормально. То есть, я думаю, что навряд, было не так ему больно. Продольный шпагат. Да. Даже не поперечный, а именно продольный шпагат. То есть там, где задействованы его самые основные проблемные места, то есть на ногах. Когда сюда приехали, он ходил, но уже как бы из последних сил. То есть он на носочках, там несколько шагов походит, уже уставал. Если долго не ходим, то он даже и 3 шага не мог сделать, сразу голову откидывал. То есть очень тяжело было. И мышцы такие как бы каменные были. За этот период мы, во-первых, организм наш привык, по крайней мере мой, бабушка, конечно, очень хорошо помогала, что это вот как бы руки привыкли, что надо постоянно заниматься, то есть нашим диагнозом, то есть надо постоянно с ним. То есть я до этого делала, там выслали из YouTube разные ролики, там какие растяжки делать. Делаешь, результата ноль. То есть навык появился у вас. Да, здесь уже как бы видишь, и мышцы уже такие, то есть можно воздействовать. А раньше как бы вначале вообще не получалось. Потом уже чувствовать мышцы начали. То есть смотрим, как проволоки там или какие-то уплотнения, то есть это мышцы. То есть раньше потрогали, вообще не представляли, что это такое. Эта работа была очень тяжелая. Но мы смогли добиться того, что у ребенка стали двигаться руки. Он стал брать что-то в руках, то есть появилась сила в руках. Стала появляться сила в ногах. То есть у него стала опора. Да, она еще с поддержкой, но опора. Он стал на полную стопу. Этого не было. То есть сколько до меня работали реабилитологи, этого состояния не могли привести. То есть все ухудшение. А в результате того, что я применял свой метод,
у нас наоборот стали появляться улучшения. А если появляется улучшение при мышечной дистрофии Дюшена, то значит остановка дыхания не произойдет. Остановка дыхания происходит только тогда, когда слабые ноги, слабые руки, и после этого уже остановка дыхания в диафрагме. Но когда восстанавливается сила в руках, останавливается сила в ногах, уже ребенок может даже стоять, пускай с поддержкой, но стоять, то есть уже появилась некая сила. Ребенок стал двигаться, то есть он на кровати стал закидывать ногу туда-сюда, то есть стала появляться сила. Это говорит о том, что мышечная дистрофия стала отступать, то есть конец мышечной дистрофии. И мы стали, у нас не прогресс заболевания, а регресс заболевания. И регресс заболевания произошел за 30 процедур, 30 моих процедур. Но еще работали, Катерина работала с бабушкой отдельно, то есть я давал ей задания, она выполняла эти задания, потому что она же приехала обучаться, поэтому я ей давал задание, чтобы она отрабатывала эту группу мышц, или вот эту группу мышц, или вот эту группу мышц. И получилось, что у ребенка явный прогресс. То есть такого результата вообще в мире не существует. К психологу ходили, и она вот это упражнение нам дала, что вот мы с позиции лежа на спине за руки держать и поднимать, чтобы вот как бы укреплять мышцы спины. И мы как бы дома занимались, но я видела, что ему очень тяжело. Вот он постоянно вот так голову откидывает и не может придерживать. А вот в этот раз начали, где-то дня 2 назад, поднимаю, смотрю, уже голову придерживает. То есть, значит, результаты есть, что там... За 6 процедур наших. Ну да, где-то, Он, может, да, даже после 5. Пускай. Мгм. На той неделе Да. мы 6 процедур сделали, на той Мгм. неделе. Значит, получается, что, заметили, предположим, субботу, воскресенье, но это не важно. Мгм. Главное, что на самом деле так. Хотя, как я еще раз говорю, мы шеей не... Один раз мы занимались. Мгм. На первой процедуре я проработал шею. Вот, то есть я запустил процессы, которые в клетке находятся, вот эти биохимические. А потом мы вот так кладем, что специально, что шея начинает у нас потихонечку растягиваться. Поднимай голову. Давай, поднимай голову. Поднимай. Молодец. Умница. Так, теперь давай. Держи голову, не опускай ее. Не опускай голову, не держи. А зачем ты ее опустил? Поднимай голову. Поднимай, старайся. Старайся, поднимай голову. Так, сейчас мы с другом потянем. Вот так вот. Так, держи голову. Мы сегодня вот начали уже у стенки стоять. То есть как вначале его держали, Николай Борисович, я держала вообще, он весь взмокший такой, сопротивлялся. Сейчас я уже сама его могу около стенки держать, то есть коленями держу его колени, там тело, и он стоит. То есть 5-10 минут, думаю. И вот так потихоньку надо его к этому состоянию опять заново, чтобы он стоял уже, потому что он уже привык не стоять. И потом, думаю, дальше будем продолжать обязательно работать. Что хочу сказать, появилась какая-то опора на ноге. Вот, то есть он, его поставить так было сложно, он сразу начинал подгибать. Какое количество процедур нужно, чтобы восстановить ребенка с мышечной дистрофией Дюшена, я не знаю. И этого никто в мире не знает. И никто не скажет. Наоборот, все скажут, что неизлечимое заболевание неизлечимое. Я тоже не могу вам сказать, что это заболевание излечимое. Но применяя мой метод, у меня получается, что мы видим. Но мы все это видим в процессе работы. Мы начинаем работать. Почему 30 процедур? Почему я сказал Катерине, что нужно делать 30? Это минимальное количество, которое бы показало нам, что возникает мышечная сила. Дальше, если продолжать дальше работать, то естественно, что мы дойдем до такой степени, что у нас будут руки работать, ноги работать, и ребенок будет ходить. Но опять же, это восстановление и количество процедур зависит от того, в какой стадии ко мне обратились. То есть, если это стадия мышечной слабости, тогда, когда ребенок поднимается, но поднимается с помощью рук, количество, конечно, процедур для того, чтобы сила восстановилась, нужно меньше.
Ну, там еще возраст, конечно, зависит. То есть одно дело это делать там 3-летнему ребенку, другое дело делать 10-летнему ребенку. Тут тоже нужно думать о том, что мышцы уже объем имеют разный. Вот, и сила тоже разная. Вот. Или же другая стадия, когда ребенок вообще не может двигаться. Конечно, количество процедур нужно больше. И какое количество процедур, никто не знает, никто не ответит, и я не отвечу. Нужно работать, и тогда получится то, что у нас получается. Будет восстанавливаться сила. Если это касается взрослых людей, предположим, с мышечной дистрофией, там, Беккера или какой-то другой мышечной дистрофии, у которых тоже возникает слабость, то там тоже должна быть работа. Если это будет работа по моему методу, то тоже восстанавливается сила. Какое количество процедур? Никто не знает, я тоже не знаю. Нет статистики, которая бы говорила, вот то количество процедур нужно сделать. Нужно работать с самого начала и до конца, пока не восстановится. Поэтому ко мне обращаются родители, чтобы я их обучил. Я же не могу с каждым провести несколько лет жизни. То есть я обучаю, вот я обучил Катерину, обучил других родителей. Они приедут, и они уже смогут это здесь сделать. В принципе, кому это? Только родителям. Никто, как бы, только родители смогут. А только Николай Борисович и родители на самом деле. Конечно, да, Николай Борисович, конечно, нам помог, показал, как можно воздействовать, как можно заниматься, а остальное уже это силы. То есть, как вы писали, что вы можете восстановить это, когда постоянно находиться при ребенке. Но детей же много, вы же не можете со всеми нами жить постоянно. Приходит, конечно, надо родителей обучать. Такая была у Давида, ну, с одной стороны, слабость, да, мышечная, то есть он стоять не мог, а с другой стороны, мы ведь не могли ему растянуть мышцы. То есть растянуть мышцы невозможно. То есть с одной стороны растягивает бабушка, с другой стороны растягивает Катерина. Я в это время воздействую на эту мышцу. Мышца сокращается, и Давид, и бабушка, и мама, они по полу начинают потихонечку друг к другу приближаться. Даже вот так просто держать 1 минуту, это очень тяжело, это все напрягается, все это. То есть даже в начале, когда начинали массировать, пальцами делать, пальцы, время кого-то не шло. Думаешь, когда же оно это? Сейчас уже как-то время не так замечаешь, уже руки немножко привыкли. Но все равно некоторые какие-то положения, где-то там надо вот воздействовать на мышцы и постоянно как в одном положении, чтобы, да, 1 минута так долго длится. Аж весь пот у тебя стекает. Это вечность. Ну, да, мы когда вначале даже просто когда придерживали его, какие у него мышцы были, у нас руки уставали. Какая же силища находится в этих мышцах, но которые не могут двигаться. Из-за этого возникает та слабость, которая есть. То есть вот есть противоречие во всех мышечных дистрофиях. Существует огромная сила, но с другой стороны существует огромная слабость. И эта слабость приводит к смерти. А если бы мы эту силу, которая там находится в этих мышцах, сделали так, чтобы эта сила была в растяжении и в сокращении, то мы практически бы восстановили и любого человека с любой формой мышечной дистрофии. Изначально Николай Борисович когда и писал, и как бы мы и знаем, что это не лечится. Но именно вот то, что подкупило, что именно восстановление. То есть я, в принципе, и со своими врачами тоже проконсультировалась, которые вот Давида знают с рождения, веди нас. Я говорю, посмотрите вот сайт, ну как с медицинской точки зрения, они все были за, как бы. Но как одна врач сказала, говорит, туда поехать, и именно надо обучиться. То есть не просто так поехать, а именно обучиться, чтобы дальше заниматься. А другая сказала, ну, в плане финансов. То есть если есть у вас возможность, конечно, съездить. То есть чтобы потом, конечно, не жалеть. Что, ну, всегда же бывает сожаление, то есть была какая-то возможность, а ты не поехал, там деньги пожалел или еще что-то. Там кого-то послушал. То есть реально будешь себе... своему ребенку помочь, просто Ну. придется с ним периодически постоянно работать. Да, да. Поддерживать его состояние Да. мышц. Мгм. Везде, во всей литературе, все врачи в один голос говорят, что нельзя восстановить мышечную дистрофию. Да, мы не можем восстановить генетические проблемы, которые происходят. Но сила в мышцах получается, что мы восстановить можем.
И вот на Давиде мы видим вот это все восстановление. Восстановление прогрессирующее, он уже сильнее стал, у него характер стал меняться. Одно дело, когда у него слабость, он говорит: ой, я не могу, я ничего не хочу. А здесь, когда Николай Борисович придет, давайте заниматься. Он чувствовал, что любое занятие, оно приводит к тому, что у него появляются силы. Он привык с детства все дай, сделай. И даже не пытаясь, он я не могу. А потом раз вроде бы сделал, как это я, кажется, могу. То есть вот он просто с детства привык, что мы все за него делаем. Могу, вот, я выполнил. Да. Я воздействовал не только на мышцы рук, ног, спины, поясницы, ягодиц. Ну, я вот не буду всех перечислять, но в том числе и на мышцы лица. В результате у Давида стали получаться слова. То есть, если раньше он делал, например, слово «хатит», что означало «хватит», то уже к 30-й процедуре он очень хорошо говорил «хватит». То есть, это говорит о том, что стали мышцы лица, сила появилась сила в голосе. Ватит скажи. Хватит. 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 Во, видишь? Прихватка. Прихватка. О, все получается. То есть это не только сила в ногах. Ведь мышечная дистрофия – это проблема всего организма, всех мышц. Только на ногах это более заметно в начале. Потом это более заметно и в ногах, и в руках. А потом это и вообще заметно становится. Конечно, родители не знают, что делать. Почему? Потому что врачи кругом говорят одно и то же. Но неизлечимо, и мы ничего не знаем, ничего делать не можем. И врачи-то правы, потому что на самом деле, по версии Всемирной организации здравоохранения, мышечная дистрофия неизлечима. Но, получается, если мы применяем вот этот метод, который называется метод Никонова, то есть мой метод, у нас получается восстановление постепенное мышечной силы. Отталкивай. Вот, молодец. То есть не было вообще-то толчков не было никаких. Да. Поджимал просто ноги и все. Да, а раньше он, когда еще нормально было, он именно пальцами отталкивал. То есть не полностью. Да. А сейчас ну-ка, ну-ка, покажи, как. Ну-ка, вот сейчас, давай, отталкивай. Так, давай, отталкивай. Так, давай. О, слушай, я даже согнуть не могу. Вот это да, смотри, я его толкаю, а он никак. Вот это да, ну-ка еще. Во, смотри, видишь? Смотри, вот, я толкаю, вот, молодец, вот, скоро уже не сгибает ни в голеностопе, ни в коленке, а уже там держит. Молодец. У Давида появилось движение в руках. Он стал что-то держать, что-то делать руками, они стали у него двигаться, открываться пальчики. И самое интересное, что в один прекрасный день, когда у него руки-то не двигались, и вдруг они задвигались, он мне говорит: Николай Борисович, у меня руки двигаются. То есть он прям показывает, для него это было удивление, у него задвигались руки. А с руками что? Давай, показывай, как ты умеешь пальцами двигать. Ты ешь? Я могу руку вот эту, вот так. Ну, да, так. Когда ты сел. Когда я сделал, правильно. Да, вот правую, когда после одной процедуры прям сразу вот этот палец выпрямился. И все пальчики он, то есть он раньше, когда делалось, да, вот так, а потом вот мы после уже как бы хлопает, ну вот одну левую так, а правую уже как бы все пальцы выпрямлены. Ну вот он и отмечает, говорит, как ты сделал, говорит, сразу почувствовал, что пальцы начали работать. Если было бы мышечная дистрофия невосстанавливаемая вообще, значит, у нас не должно быть прогресса. То есть, смотрите, вот мы занимаемся, да, а проблема в том, что мышцы не могут восстановиться. Значит, сколько бы мы ни занимались, у нас не должно быть улучшений. Правильно? А если у нас идут улучшения, то значит мышца восстанавливается. Какая бы она ни была плохая, какая она ни была бы дырявая, какая она бы ни была бы с нехваткой дистрофина. То есть, если ведь это происходит везде, то есть по всему его организму. И стопы, и ноги, и ягодицы, и спина, и пальчики, и ладошки, и руки. Поэтому у меня вот нет нисколько, как я говорю, сомнения, что
что Давид восстанавливаемый. Мышечная дистрофия Дюшина у Давида дошла до такого состояния, что Давид практически не мог двигаться даже руками. То есть он не двигал ногами, не двигал руками, он ничего не мог взять в руку. И он находился уже в периоде инвалидной коляски. Еще 2 годика, и у него бы остановилось дыхание, потому что слабость достигла бы и диафрагмы. Ну, как бы это просто диагноз неизлечим, а действительно можно определенными воздействиями, массажем, там, растяжками, ну, можно как бы восстановить работу мышц, и как бы диагноз не будет приговорен. Ну это лучше у тебя, давай. Молодец. Давай. Опускай. Опускай ее. Так, ну другую ногу подними. Опускай. Вот. Он молодец, он очень хорошо себя ведет. Мы с ним договорились, что я сейчас видео сниму, а потом уже будем, потом я буду поднимать тихонечко, вот так вот его буду поднимать. Давай. Подним. Ой, где-то там не видно тебя за нашей фиксацией. Ой, молодец. Вот здорово. Вот видишь, как у тебя получается. Опустил, молодец, поднимай. Вот, смотри, как быстро. Ну-ка еще разочек. Давай, поднимай ногу. Давай, молодец. Опускай, поднимай. Держи. Опускай, поднимай. Опускай, поднимай. Хорошо, сейчас будет все, да? Считай до 10. Давай. 1, 2, 3. Считаешь? 1, 2, 3, 4, 5, Практически. 6. Снимаю уже. Да, сними. Это до 10, давай, она снимает уже. 1. Согнул, разогни ее полностью. Так, молодец, разогни. Так, отлично, давай это так же. Давай, разгибай. Разгибай. Видела все, как вот работает Николай Борисович. Столько энергии, столько вот, ну, колоссальную работу провел. Конечно, я вот увидела, как он руку упрямлял, все. Действительно, это такой этот, мы даже держим, и то у нас рука будет. Ну, надеемся, сейчас надежда А у живет. вас Мы будем все силы прикладывать, все вот это, чтобы его поднять. То есть уже по ходу, ну, как бы будем делать, там, смотреть, вспоминать вот эти все навыки, которые получены, и будем дальше работать. Ни деньги, ничего нас не останавливает, лишь бы вот он здоров был. Если, конечно, будет возможность, приедем. Ну, вам что могу пожелать? Здоровья, чтобы больше лечили таких детей. Просто я работаю волшебником. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил. Николай Борисович, я тебя приглашаю на чай. Молодец. Волшебником.